Здравствуйте и добро пожаловать на наш канал. Художники нередко шокируют нас своими картинами, но порой еще больше шокируют своими характерами. Скандальные, несдержанные, резкие. Они оставили след не только в истории искусства, но и в сердцах и жизнях тех, кто имел с ними дело. В этом видео вы узнаете 4 громких имени и 4 непростых судьбы. Верещагин, Поллок, Фрейд и Микеланджело. Почему даже Папа Римский боялся одного из них? Антивоенный настрой картин Василия Верещагина известен многим. Некоторые источники утверждают, что в 1901 году художник даже выдвигался на первую Нобелевскую премию мира. Правда, документальных подтверждений этому нет. Нобелевский комитет держит такие данные в секрете полвека. И путаница вполне могла возникнуть из-за публикаций в тогдашней прессе. Тем не менее, заслуги Верещагина в деле мира очевидны. А вот в повседневной жизни он был человеком не столь миролюбивым. Выходя из дома, он часто прихватывал с собой револьвер. И острое словцо у него находилось всегда. Художник обладал взрывным темпераментом и практически постоянно с кем-то конфликтовал – с преподавателями, офицерами, критиками и даже коллекционерами. Однажды он признался в письме критику Владимиру Стасову, что при определенных обстоятельствах может и в рожу дать. Сам себя он называл Лейденской банкой. Так называли старинный конденсатор, аккумулировавший заряд до момента резкого разряда. Людям, окружавшим его, оставалось лишь мириться с его скверным нравом. Американский живописец Джексон Поллок – ключевая фигура абстрактного экспрессионизма. Тоже был человеком весьма нелегкого нрава. Его новаторская техника заключалась в том, что он разливал краску по холсту, разложенному прямо на полу. Что же касается горячительных напитков, тут Поллок применял совершенно другой метод, не ограничиваясь в количестве. Он регулярно попадал в передряги и скандалы, его исключали из школ за драки, а к 30 годам он стал хроническим алкоголиком, прошедшим психиатрическую клинику и курс психоанализа. Тем не менее, лучшие свои картины Поллок создавал именно в периоды трезвости. Тогда он работал с невероятной продуктивностью, с раннего утра и до поздней ночи продолжая творить. Но надолго его не хватало, так или иначе он возвращался к стакану. В августе 1956 года, будучи в нетрезвом состоянии, он разбился на машине, унеся с собой жизнь пассажирки. Биографы полагают, что у него был шанс избежать трагедии, но он сознательно не свернул с дороги. И если уж говорить о темпераментных художниках, нельзя не упомянуть внука Зигмунда Фрейда Люсьена. В 11 лет он переехал из Берлина в Лондон и вскоре стал грозой школы. Занимался буллингом одноклассников, потому что они не понимали немецкий. Однако исключили его не за это, а за весьма откровенное поведение. Он пробежал по школьному двору нагим, выиграв пари. Став известным живописцем, Фрейд остался верен себе. Много пил, водил дружбу с сомнительными личностями, не терпел вмешательства в личную жизнь.
Когда журналист попытался написать его биографию, к нему пришли крепкие парни с убедительной просьбой этого не делать. О точном количестве детей художника до сих пор спорят – от 14 до 40. Внимательным отцом Фрейд не был. Его дочь Эстер вспоминала, что единственный способ поговорить с отцом – это позировать ему обнаженной. Обидчивость у Люсьена была поразительной. Однажды, когда галерист закрыл выставку на пару дней раньше срока, он обнаружил в своем почтовом ящике весьма специфическую посылку. Даже скандально известный Фрэнсис Бэкон на его фоне казался примером воспитанности. И, наконец, Микеланджело. Его ученик Джорджо Вазари описывал великого мастера как человека, подвергавшегося в детстве постоянному прессингу со стороны семьи. Будущего гения не поддерживали. Профессия художника считалась непрестижной. Это, безусловно, наложило отпечаток на характер Микеланджело. Он был отстраненным, мрачным и предпочитал уединение шумному обществу. Его образ жизни можно было назвать почти аскетичным. Он работал сутками напролет, практически не ел и спал в рабочей одежде, не снимая даже сапог. Микеланджело был не только гением, но и весьма язвительным человеком. Он не стеснялся критиковать Леонардо да Винчи и Рафаэля. А в молодости даже подрался со скульптором Торриджани. Тот не выдержал словесной дуэли и сломал Микеланджело нос. С тех пор тот считал себя безобразным. Он то впадал в гордыню, называя себя непревзойденным мастером, то предавался самоуничтожению. А даже папа римский Лев X, впечатленный его работами, однажды признался: он страшен, с ним невозможно иметь дело. И в этом был весь Микеланджело – творец, гений, от которого исходила не только сила искусства, но и личная буря, не стихавшая до конца его жизни. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличная поддержка каналу и автору.